Прежде чем начать видео, хочу уделить минуту, чтобы обсудить нашего спонсора – Squarespace. В условиях карантина особенно важно эффективно продвигать себя в интернете. Squarespace предоставляет все инструменты для создания веб-сайта или домена и его продвижения для аудитории. Посмотрите видео до конца, чтобы узнать об эксклюзивном предложении от Squarespace для поклонников The Armchair Historian. Используйте ссылку ниже, чтобы поддержать канал. Во время войны за объединение в год дракона Пруссия и другие немецкие государства, включая Баден, Баварию и Вюртемберг, ведут войну против Второй Французской империи. Множество культурно разных королевств, герцогств и княжеств объединяются в единую Германскую империю. В итоге окружают Париж, а Наполеон III попадает в плен. Преобразовав военную эстетику этого периода, немецкая армия утвердила пикельхаубе, шлем с шипом, как своеобразное воплощение этой эпохи. Важной особенностью шлема является его модульная конструкция. Шип легко снимается и заменяется другими украшениями, указывающими на разные воинские звания и должности. На протяжении долгого периода до объединения Германского Союза использовались разные типы оружия, включая прусскую казнозарядную игольчатую винтовку Дриза, баварскую пушку Ходевильца, саксонскую винтовку Егербюрше и многие другие. За XIX веком Германия проявляла свои амбиции далеко за пределами Европы. Немецкие колониальные униформы демонстрируют высокую приверженность практичности, скорее чем стилю. Они отличаются тусклыми цветами, простыми дизайнами и минимальным количеством декора, который отличает офицеров от рядовых солдат. Вместо дорогих пикельхаубе офицеры часто предпочитают широкополые шляпы с кокардами. Более практичные дополнения, такие как патронташи и регулируемые сумки, намного распространены. Подобно другим колониальным державам, Германия активно использует местные войска, известные как аскари. Они носят еще более простую униформу из хаки, в отличие от более дорогих вельветовых нарядов гарнизоновых войск Германии. Офицерские наряды из белой или серой шерсти с декоративной отделкой на запястьях по-прежнему отличаются от рядовых солдат. Восточноазиатские войска носят хаки-униформу, унаследованную и перекрашенную из других дизайнов, чтобы помочь им переносить местный климат. Во время Великой войны сразу стало заметно сокращение использования вычурных украшений и ярких цветов, таких как синий и зеленый. Пикельхельм, хоть и оставался стандартным снаряжением, уже имел стальную пластину вместо кожаной конструкции, что обеспечивало лучшую защиту. Через несколько месяцев даже самые устоявшиеся армейские традиции уступили место упрощению униформы для массового производства. Теперь офицеры отличаются всего несколькими деталями. Пикельхельм носят лишь на церемониях, многие предпочитают простую кепи, которые также известны как фельдмютце. Во время войны новый цельнометаллический шлем Штальхельм заменяет стандартный головной убор пехоты Пикельхау. Винтовка Гевер 98 становится стандартной и остается на вооружении до конца войны, когда ее заменяет карабин 98К. Следующим годом будут выданы противогазы с канистрами для защиты от химической войны, и штильхандгранат впервые появится. Важно отметить также появление МП-18, пистолета-пулемета, который активно использовался штурмовыми отрядами. После поражения в Первой мировой войне немецкая армия значительно изменилась. Оставшимся 100 тысячам солдат разрешили использоваться только в оборонных целях, в отличие от 1 900 000, участвовавших в войне. Эти солдаты составляли часть Рейхсвера, сил обороны Рейха, и носили простую униформу с остальными шлемами вместо пикельхаубе. Эти шлемы использовались почти век. Немецкие программы перевооружения 30-х годов породили множество новых униформ, представляющих различные ветви возрожденных: вермахт,
Простые дизайны, использованные Рейхсвером, все еще сохраняются, но элитные подразделения, такие как парашютисты Фальшермьегер и Waffen-СС, имеют специальные униформы, отражающие их статус. Из-за глобального масштаба Второй мировой войны два человека, выполняющие одинаковые обязанности, могут носить разные униформы в зависимости от своего местонахождения. Например, знаменитый африканский корпус Эрвина Роммеля носит светло-коричневые или зеленые комбинезоны, чтобы сливаться с пустыней и защищаться от высоких температур, когда они носят тяжелые снаряжения. MG-42 – также страшное оружие, которое с каждым годом все больше и больше становится знаменитым, имеет уникальный дизайн и характерный звук. В отличие от солдат в Ливии и Египте, Восточный фронт требует, чтобы люди носили много слоев одежды для защиты от сильного холода русской зимы. Используя все больше камуфляжных узоров, особенно элитных подразделений, как СС «Панцергренадеры», немцы также обладают различными видами оружия, от базовой винтовки карабинер 98К, используемой пехотой, до пистолета-пулемета МП-40, применяемого унтер-офицерами, офицерами и специалистами. После катастрофы на Востоке, приведшей к уничтожению группы армий «Центр», немецкая армия начинает вводить новый тип солдата – «Фольксгренадера». Хотя их часто путают с ополчением «Фольксштурм», это профессиональные солдаты, набранные из различных подразделений вермахта или призванные обратно на службу после увольнения по ранениям. На этом позднем этапе войны они часто оснащены автоматическим оружием, таким как Штурмгевер-44, и одноразовыми противотанковыми средствами, такими как Панцерфауст. Мы не можем пройти мимо культовых униформ СС от Hugo Boss. Часто ошибочно думают, что сам Босс разработал их, но на самом деле он просто производитель. Один заступил на страже образа фримутимышца – это Карл Диевиц, который также любезно стал членом организации. После поражения Германии во Второй мировой войне страна была разделена между западными союзниками и Советским Союзом и демилитаризована до окончания войны. Однако после вступления Западной Германии в НАТО ей было разрешено создать Бундесвер, гражданскую армию, чья простая униформа подчеркивает их обязанность защищать новую немецкую демократию. Естественно, эти новые униформы были специально созданы так, чтобы не напоминать нацистскую символику, и даже стальной шлем был переработан, чтобы выглядеть менее похожим на версию, носимую пехотой вермахта. Тем не менее, их оборудование в основном немецкого производства, и автомат Heckler & Koch G30 стал стандартной боевой винтовкой в год войны. У Восточной Германии также есть своя армия, известная как Национальная народная армия – ННА. Вооруженная и оснащенная советами, ННА считается многими офицерами НАТО высокоэффективной и хорошо подготовленной боевой силой. В отличие от Бундесвера, униформа ННА удивительно похожа на униформу старого вермахта, с использованием аналогичных цветов и материалов. Даже шлем основан на прототипе шталхельма нацистов, который не был принят во время войны. Их арсенал также состоит из смеси оружия вермахта и Советского Союза, такого как Kar-98K и Mosin Nagant. К середине 60-х годов они в основном заменяются лицензированными копиями советских АК, обычно вариантами АК-74 или АКМ. После воссоединения Германии ННА интегрируется в Бундесвер, и их старые униформы заменяются современными боевыми костюмами с камуфляжными узорами флектарн. Во время Большой войны честь G3 заменяется на более современный GXXXX, опять произведенный Heckler & Koch. В 90-е годы полностью замещается шталхельм на Gefechtsschelm M92, сделанный из синтетических композитов. В современных войнах, которые часто происходят в пустынных условиях, Бундесвер часто видят в пустынном камуфляже с различными аксессуарами, чтобы облегчить жизнь в жарких, засушливых условиях, как, например, в Афганистане. Очень часто используют защитные очки, а также маски и балаклавы. Теперь, когда наш список закончен, давайте вернемся к нашему спонсору – Squarespace. Это идеальный ресурс для создания веб-сайта, сообщества или онлайн-бизнеса.
Кроме легкого интерфейса, Squarespace предлагает встроенную аналитику, поддержку подкастов и списки рассылок. Независимо от аудитории или уровня навыков, Squarespace поможет создать что-то практичное и эстетически привлекательное. Перейдите на squarespace.com, чтобы начать бесплатную пробную версию уже сегодня, а когда будете готовы, зайдите на squarespace.com Armchair Historian, чтобы получить 10% скидку на первую покупку веб-сайта или домена.